Глаза беременной женщины расширились, когда немецкая овчарка продолжала лаять на нее посреди зала вылета аэропорта. Она неуверенно отступила назад, одной рукой обхватив живот. «Пожалуйста, остановите его», — умоляла она, оглядываясь в поисках помощи. Но Титан не отступал. Его низкое рычание прорезало шум пассажиров, мышцы были напряжены, а взгляд пронзал женщину, словно он видел то, чего не видел никто другой. Илья, сотрудник службы авиационной безопасности, обменялся взглядами с коллегами. Он знал Титана. Пес никогда не действовал импульсивно. Овчарка обучена выявлять угрозы, находить оружие, наркотики, взрывчатку. Но сейчас это было что-то другое. Неужели эта женщина действительно представляла опасность? Один из офицеров, высокий, с резкими чертами лица, шагнул вперед. «Девушка, нам нужно задать вам несколько вопросов», — сказал он твердо. Женщина побледнела. «Я не понимаю. Я ничего плохого не сделала». Ее голос дрожал, в нем слышалась нарастающая паника. Пассажиры, ожидавшие рейсы, начали перешептываться. Одни смотрели с подозрением, другие-то с тревогой и сочувствием. Илья колебался. Это недоразумение? Или Титан снова почувствовал то, что скрыто от человеческого глаза? Он знал одно. Своему напарнику он доверял безоговорочно. «Нам нужно отвезти ее на дополнительную проверку», — принял он решение. Двое офицеров мягко, но настойчиво сопроводили женщину в отдельное помещение досмотра. Она дышала часто и поверхностно. Руки дрожали, когда она продолжала держать живот. «Пожалуйста», — прошептала она почти беззвучно. «Я не понимаю, что происходит». Илья шел позади с Титаном. Пес не успокаивался. Его глаза оставались прикованными к женщине. Илья никогда не видел его таким настойчивым. В комнате один офицер начал проверять сумку, другой подготовился к телесному осмотру. «Есть ли у вас какие-либо медицинские показания, о которых нам следует знать?» — спросила сотрудница. Женщина покачала головой. «Нет, я на 7-м месяце беременности, вот и все», — сказала она неуверенно, будто сама сомневалась в своих словах. Тем временем за дверью Титан метался, поскуливая и царапая когтями. Илья нахмурился. Это было ненормально. Если при ней не оказалось ничего запрещенного, то что тогда чувствовал пес? Молчание повисло тяжелым грузом. И вдруг женщина вскрикнула, схватившись за живот. На ее лице отразился шок и боль. «Срочно вызовите медиков!» — приказал Илья. Она села на стул, ее тело дрожало, дыхание сбилось. За дверью Титан скреб все яростнее. Теперь он был не просто встревожен, он был разъярен. Офицеры замерли. «Она рожает», — пробормотал один из них. Женщина отрицательно замотала головой. «Нет, это слишком рано». Прохрипела она, слезы блеснули в ее глазах. В комнату ворвалась бригада скорой помощи. «Держитесь, нам нужно срочно доставить вас в больницу», — сказал врач, опускаясь на колени рядом. Илья чувствовал, как бешено колотится сердце. Речь шла уже не о безопасности, а о жизни и смерти. Медики проверяли ее показатели. «Пульс нестабильный», — пробормотал один. «Надо срочно везти». Титан рванул вперед, нюхая воздух, снова зарычал низко и настороженно. У Ильи похолодело внутри. Один из медиков нахмурился. Он приложил ладонь к животу женщины, прислушиваясь. Через мгновение он поднял глаза. Это не просто преждевременные роды. Тут еще что-то. Женщина тяжело дышала. «Я не знаю, что со мной. Пожалуйста, спасите моего ребенка», — прошептала она. Ответ прозвучал как удар. У нее внутренний разрыв. Если не провести операцию немедленно, она и ребенок не выживут. Илья
похолодел. Титан не ошибался. Он все это время предупреждал. Аэропорт погрузился в суматоху. Медики мчались с женщиной к машине скорой помощи. Илья и Титан сопровождали их, лавируя среди ошеломленных пассажиров. Женщина все слабее дышала, ее глаза покрывались пеленой. «Держитесь!» — умолял один из врачей, крепко держа ее за руку. Титан скулил, не сводя глаз с женщины. Казалось, он понимал все. Илья чувствовал, как сжимается горло. Если бы не пес, все закончилось бы трагедией. Когда женщину погрузили в скорую, она повернула голову и шепнула едва слышно «Спасибо», глядя прямо на Титана. Овчарка тихо заскулила в ответ. Двери захлопнулись, сирена взвыла, машина рванула прочь. Илья смотрел ей вслед с единственным вопросом в голове — успеют ли они? Часы тянулись мучительно долго. Илья сидел у входа в городскую больницу. Рядом — Титан. Теперь чуть спокойнее, но все еще настороженный. Наконец, дверь распахнулась. Вышел врач. Лицо его было каменным. У Ильи сжалось сердце. Но потом доктор чуть улыбнулся. Она выжила. Мать и ребенок в стабильном состоянии. Илья выдохнул, взглянув на Титана. Пес вильнул хвостом, будто тоже почувствовал облегчение. Доктор добавил, у нее был внутренний разрыв, незаметный ни по одному показателю. Если бы помощь не поступила вовремя, они бы оба погибли. Я не знаю, как ваша собака это поняла, но она спасла им жизни. В этот момент появилась медсестра с маленькой запиской от женщины. Всего несколько слов, но они сжали Илье горло. «Скажите собаке, что она мой ангел». Илья опустил глаза на Титана. Тот сидел рядом, гордо и спокойно, будто знал цену своим действиям. В этот миг весь мир показался тише. Люди перестали шептаться, а те, кто был свидетелем сцены, глядели на собаку уже не как на служебного пса, а как на живое чудо. Но для Ильи все это растворилось. Он слышал только ровное дыхание своего напарника. Ему вспомнились годы тренировок, когда Титан учился различать запахи, реагировать на угрозы, и тогда он впервые осознал — никакая дрессировка не может объяснить то, что произошло сегодня. Женщина, спасенная на грани смерти, и ее еще нерожденный ребенок, которому суждено появиться на свет — все это стало возможным лишь потому, что одна собака почувствовала невидимое. Илья понял, что теперь, каждый раз заходя в аэропорт, он будет видеть перед собой не только пассажиров и досмотры, но и тонкую грань между обыденностью и чудом, грань, которую Титан умел замечать лучше любого человека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.